Как работать с наборами данных, модулями датасета и SynMap на платформе Syntelli. Модуль датасеты предоставляет ключевой интерфейс для работы с выборками химико-биологических данных на платформе Syntelli. Он позволяет анализировать химическое пространство интересующих наборов соединений и осуществлять прогноз физико-химических и биологических свойств соединений с помощью моделей платформы. Также модуль позволяет работать с результатами поиска или оптического распознавания структур модулем PDF to Smiles. Модуль датасеты загружается при выборе соответствующей вкладки левого меню. После загрузки мы видим примеры тематических наборов данных, собранных командой Syntelli. Они упорядочены по количеству структур. В частности, здесь представлена общая база данных Syntelli, содержащая более 150 миллионов соединений, а также примеры структурно-однородных наборов данных разного размера по молекулярным мишеням, классам структур и терапевтическим показаниям. Эти датасеты доступны для ознакомления со структурами, содержащимися в них, и базовыми возможностями моделей платформы. Светофором на карточке отображены параметры безопасности молекулы с точки зрения токсичности, физико-химических, биологических и экологических свойств. Если прогнозы Syntelli для соединения уже рассчитаны, они будут цветными, если еще нет — серыми. Шпаргалка по горячим клавишам для работы с молекулами в датасете доступна во вкладке Hot Tips. Для получения доступа к полному функционалу работы с наборами данных любой из тематических датасетов можно скопировать в приватное пользовательское пространство. Для этого надо открыть датасет, выделить все молекулы, после чего нажать кнопку Create or Move для выбора существующего или создания нового датасета. Создадим собственную копию набора данных с инди-рубинами. Для этого нужно ввести название в строку, нажать на «Создать новый», выбрать соответствующую строку и перейти к ней. В приватной пользовательской вкладке для работы с собственными наборами данных уже появилась копия датасета с инди-рубинами. Кнопки создания нового датасета и обновления статуса расчетов доступны всегда. При создании нового датасета можно ввести молекулы с помощью строки Smiles, нарисовать по одной в молекулярном редакторе, загрузить из файла или выполнить поиск по синонимам. Загрузим молекулы ингибиторов киназы GSK3 из CDF файла. После загрузки можно редактировать название нового датасета. Чтобы остальные функции стали доступны, необходимо выделить один или несколько датасетов при зажатой клавише Ctrl. Предоставляются возможности копирования и удаления одного или нескольких датасетов, объединения нескольких датасетов, картирования с помощью модуля SynMap, а также экспорта датасета и расчета полного набора свойств для одного датасета с помощью моделей платформы. В любом датасете можно добавлять или удалять отдельные структуры вручную. Выделив несколько структур, их можно вырезать и сохранить в отдельный набор данных. Рассчитать свойства для датасета можно с помощью кнопки «Рассчитать свойства». Пока идет расчет, можно визуализировать химическое пространство датасетов с помощью модуля SynMap. Далее рассмотрим этот модуль подробнее. Когда расчет свойств произошел, можно вернуться в рабочую область и экспортировать данные для дальнейшего анализа средствами электронных таблиц. Экспорт доступен в форматах CDF и CSV. Например, в CSV-файле содержатся смайл-строки соединений и рассчитанные значения прогнозов всеми моделями платформы. Перейдем к модулю SynMap и рассмотрим его функционирование подробнее. Как уже говорилось ранее, модуль датасеты предоставляет инструменты для работы с индивидуальными молекулами и наборами данных. Однако анализ глубинных закономерностей в соотношениях структура-активность удобнее проводить с помощью карт химического пространства, доступных в модуле SynMap. Откроем датасет ингибиторов GSK3, который мы рассматривали ранее. Для этого нужно нажать на плюс рядом с кнопкой «Слои». Можно получить доступ к выбору датасетов из единого списка, как тематических, так и приватных. Можно выбрать любое количество датасетов. Модуль SynMap проецирует химические соединения на двумерную карту таким образом, что химически подобные соединения оказываются рядом, а химически разнообразные
в разных областях карты. При наведении курсора мыши на точку приводятся ее координаты и визуализируется соответствующая химическая структура. Например, в плотных кластерах находятся серии близкородственных соединений, тогда как в разреженных кластерах могут встречаться соединения разных классов. Таким образом, можно быстро получить наглядное представление о химическом разнообразии соединений в датасете, а также сравнить два разных датасета. Добавим на карту датасет индирубинов. Это соединения, близкие некоторым ингибиторам GSK3 по структуре. Они окажутся в соответствующем разреженном кластере, а индирубины с длинными алифатическими хвостами в отдалении. Для более детального анализа можно загрузить трехмерное представление данных. В этом случае кластеризация может оказаться более эффективной, и близкие в двумерном представлении химические классы могут разделиться. Для вращения химического космоса надо нажать кнопку «Орбитальное вращение», а масштабировать представление можно вращением колеса мыши. Индирубины сформировали здесь плотную группу, в целом отделенную от бис-арилмалеимидов, и большинство индирубинов из тематического датасета также находятся в ней. Вернемся в двумерный режим и рассмотрим другие функции карты. Спрячем датасет индирубинов нажатием на кнопку с иконкой глаза. Любую область можно выделить с помощью прямоугольного или фигурного выделения. При этом молекулы, попавшие в выделение, будут выведены в список. Их можно проанализировать визуально, работать с ними по отдельности, в частности, рассчитать прогнозы методами Синтелли или сохранить в датасет. Чтобы снять выделение, нужно сделать двойной щелчок в любой области карты. Модуль SynMap также генерирует новые структуры, обладающие сходством с уже спроецированными на карту. Эта функция позволяет быстро расширять химическое пространство перспективных классов соединений. Для генерации соединений необходимо добавить генератор. Его можно назвать, выбрать родительское поколение структур и число итераций или эпох генерации. Без дополнительных ограничений будут генерироваться произвольные соединения, однако SynMap позволяет наложить на структуры дополнительно широкий набор ограничений. По области карты, лекарственному подобию, температурам кипения или плавления, токсичности, липофильности, растворимости и так далее. Все эти ограничения рассчитываются на основании модели Синтелли. Наиболее важное ограничение – область карты или MMap. В произвольной области могут находиться соединения с неожиданными свойствами или структурами, особенно если эта область не населена. Поэтому для генерации аналогов имеет смысл выбирать область, населенную, например, соединениями одного и того же класса. Чтобы выбрать область на карте, надо нажать на кнопку в правом верхнем углу. Выберем область, в которой находятся соединения пирозоло-пиримидинового ряда, уменьшим радиус и запустим генерацию. Получившиеся соединения находятся в отдельном датасете. Их можно визуализировать на основе близости к исходному запросу, выделять и сохранять в датасет. Также можно провести повторную генерацию на основе уже полученных структур, добавив к ним новые ограничения, например, по лекарственному подобию. Его лучше сделать высоким. Сгенерированные соединения можно поместить в отдельный датасет и обработать моделями Синтелли. На этом мы завершаем знакомство с наборами данных, модулями датасеты и SynMap на платформе Синтелли. До новых встреч!